31 августа 2022 года в полицию округа Тёрстон, штат Вашингтон, стали поступать звонки от обеспокоенных автомобилистов, заметивших на трассе брошенный автомобиль. Когда офицеры прибыли на указанное место, они поняли, что их опасения были не напрасны. Дверь со стороны водителя была открыта, ключ остался в замке зажигания, а на руле и на двери подсыхала кровь. Рядом с машиной на земле валялся разбитый телефон. Телефоном в последний раз воспользовались в 17:10, а обнаружили его в 17:30. То есть, что бы здесь ни произошло, произошло очень быстро. Проверив номер, полиция выяснила, что автомобиль зарегистрирован на Кеннета Дэвиса из Олимпии, Вашингтон, города в 25 минутах езды от того места, где нашли машину. Но связавшись с мужчиной, они узнали, что машину взял его сын, 16-летний Гэбриэл Дэвис. Около 16:00 он поехал в школу на тренировку по футболу, но так на ней и не появился. Очевидно, что кровь и разбитый телефон не назовешь добрым знаком. Когда такое происходит, на ум сразу приходят несколько сценариев развития событий. Как минимум произошла драка, возможно, даже убийство. Полиция поспешила выяснить как можно больше информации о мальчике. Гэбриэл Дэвис – 16-летний подросток из Олимпии, Вашингтон. В последнее время его успеваемость в школе резко упала, чего нельзя было сказать о его увлечении футболом. К тренировкам он относился серьезно и не пропускал их. Поэтому, когда 31 августа он не появился на стадионе, его отсутствие сразу заметили. И никто, включая его лучшего друга Джастина Юна, не знал о местонахождении подростка. После обнаружения машины мальчика, разбитого телефона и крови, полиция незамедлительно приступила к масштабным поискам. К ним привлекли ищеек и вертолеты. Поиски продолжались всю ночь и следующее утро. Когда в новостях показали об исчезновении мальчика, в участок начали поступать звонки от людей, видевших его. Около 5 человек сообщили, что подросток шел по трассе пешком. Он был один и двигался в направлении парка. Один из звонивших даже поговорил с Гэбриэлом и спросил, все ли в порядке, и тот ответил «да». Самым жутким было то, что исчезновение молодого человека при загадочных обстоятельствах не было первым для округа и даже не вторым. За последние 6 лет уже 2 молодых парня исчезли в радиусе 8 километров от места, где нашли машину Гэбриэла. Местные жители были уверены, что он стал третьей жертвой того же похитителя и требовали от полиции скорейшего расследования. Парней звали Мэтью Энфилд и Логан Шиндлман. Мэтью и Логан, как и Гэбриэл, в старших классах активно занимались спортом. И случаи были в самом деле очень похожи между собой, особенно с делом Логана. Его машину тоже нашли на обочине дороги, и непонятно, что он делал в южной части округа, где у него не было причин находиться. Кроме того, обоих после исчезновения видели свидетели. Мэтью и Логан так никогда и не были найдены. Именно поэтому на столь ранней стадии расследования исчезновения Гэбриэла привлекли ФБР. Пока шли масштабные поиски пропавшего подростка, в полицию позвонил менеджер крупной местной компании. Он сообщил, что один из их сотрудников, Дэниел Маккай, не появляется на работе и не отвечает на звонки вот уже 4 дня. Так как на него это очень не похоже и он никогда прежде не пропадал, менеджер попросил офицеров заехать к нему домой и проверить, как он. Офицеры, приехавшие к его дому в городе Уортинг, Вашингтон, в 45 минутах езды восточнее Олимпии, постучали в дверь, но им никто не открыл. Немецкая овчарка Дэниела выбежала через дверцу для собак. Одновременно с этим они почувствовали неприятный запах разложения. Это заставило их поискать вход в дом мужчины. Офицеры проникли внутрь через незапертую дверь в прачечную. Дэниела они нашли на полу. Он лежал в луже крови и с огнестрельным ранением в голову. Поначалу полицейские решили, что мужчина решил уйти из жизни, потому что не нашли следов насильственного проникновения в дом. Но рядом с ним не было оружия, и последующее расследование показало, что ему также выстрелили в грудь и нанесли ряд ударов ножом в живот. Насекомые, активно копошащиеся на шее мужчины, намекали на то, что у него могла быть ножевая рана на горле. Но из-за стадии разложения тела трудно было сказать точно. На месте преступления нашли гильзы от 2 видов оружия, а также 2 пустые кобуры. Следователи сделали вывод о том, что преступник или преступники использовали 2 пистолета, украв их у жертвы.
Мужчина жил один в районе, находящемся на возвышенности, и соседи рассказали, что к ним никто не поднимается, кроме самих жителей и почтальона. Поначалу было непонятно, как преступник смог заглушить выстрелы. Но оказывается, для местных жителей не редкость пользоваться оружием. Вместе с тем, они не имеют привычки лезть в чужие дела. Живут достаточно обособленно, поэтому даже если кто-то что-то слышал и не подумал бы звонить в полицию. Зато начальник Дэниела упомянул кое-что интересное во время разговора с полицией. Всего пару недель назад Дэниел расстался со своей невестой Амандой Олафсен. Аманда работает в той же компании, а еще у нее есть сын, подросток по имени Гейб. И ее Гейб – это тот самый Гэбриэл, который исчез день назад. Любопытный поворот событий, и теперь следователям предстояло выяснить, как связаны, если связаны вообще, исчезновение 16-летнего мальчика и убийство 51-летнего мужчины. К счастью, этот вопрос можно было задать самому Гэбриэлу. Мальчика обнаружили вечером 2 августа всего в 5 километрах от места, где нашли машину. Подросток бродил по лесу, один, в темноте. На нем были только шорты, ни рубашки, ни обуви, ни даже носков на мальчике не оказалось. Когда детектив спросил его, что с ним произошло, Гэбриэл ответил, что ничего не помнит и не знает, где он был. Полиции его ответ показался странным. На подростке не было ни царапинки, но если бы он бродил по лесу 36 часов, как минимум на его ступнях должны были быть ссадины. Это также не вязалось с кровью, которую обнаружили в его машине. Создавалось впечатление, что Гэбриэла чем-то опоили, и он не может вспомнить события последних 36 часов. Пока подросток не решил изменить свою историю. Он признался, что именно он сломал телефон, потому что боялся того, что полиция может на нем найти. И добавил, что не может сказать, что с ним произошло, потому что боится, что ему причинят вред. Это было крайне необычное и тревожное заявление. Тем не менее, следователи не стали требовать у мальчика объяснений, и пока они сами пытались установить, что произошло, они отпустили подростка домой к семье. Однако уже на следующий день в полицию позвонил отец Гэбриэла, Кеннет. Он сказал, что сын на самом деле имеет отношение к гибели Дэниела, но он сделал это только потому, что его вынудили друзья-байкеры Дэниела, которые хотели украсть что-то из сейфа жертвы. Кеннет заявил, что банда байкеров обратилась к его сыну, потому что Гэбриэл отлично знал расположение комнат в доме, так как до недавнего времени жил там. Байкеры угрожали причинить мальчику вред, если он откажется сделать то, что они хотят. Именно тогда Гэбриэл поделился неприятностями, в которых оказался со своим другом Джастином Юном, и они вместе разработали план. Однако улики, собранные полицией, рассказывали совершенно другую историю. Следователи действительно без труда связали жертву с мотоклубом «Амигос». Это клуб, имеющий отношение к пользующемуся дурной славой клубу «Бандитос». Но следователи не нашли никаких доказательств того, что байкеры сыграли свою роль в убийстве. Больше того, через несколько часов после обнаружения тела, один из друзей Дэниела, также член клуба, приезжал к нему домой. Он искренне расстроился, когда детектив сообщил ему о гибели Дэниела. Но в любом случае было не лишним выяснить, что находилось в сейфе жертвы. Мать Дэниела назвала полиции комбинацию от сейфа, отметив, что они будут шокированы и удивлены увиденным. Открыв сейф, детективы нашли около 2 дюжин видов оружия, а также патроны. В пластиковых пакетах хранились монетки. Стеклянная коробочка для ювелирного украшения была пуста. Еще в нескольких пакетах лежали пули и бутылочки из-под таблеток, в которых находились запрещенные вещества. А в блокноте записаны детали о мотоклубе. Интересно, что на нижней полке явно стояло что-то размером с ящик для инструментов или ящик армейского образца. Следователям повезло в том, что Дэниел очень серьезно относился к своей безопасности. Помимо оружия в его доме был ряд камер. Они-то и помогли полиции установить, как развивались события в ночь убийства. Детективы выяснили, что 28 августа Джастин и Гэбриэл вместе с родными и друзьями поехали отдохнуть на озеро. Вскоре после полуночи они покинули кемпинг и вернулись около 6:30 утра. Их родные не знали, где они пропадали, но камеры видеонаблюдения у дома Дэниела точно показали, куда они направились. В
1:50 ночи два молодых худощавых парня приблизились к дому жертвы с заднего двора. У одного на поясе был перечный спрей или что-то похожее. Лица парней наполовину скрывали маски. На одном из них была бейсболка и медицинская маска, на втором – лыжная маска. Оба парня пользовались налобными фонариками. Молодые люди проникли в дом через дверцу для собаки. Некоторое время ничего не происходило, когда в 2 часа 41 минуту хозяин дома вышел из гаража, прошел в дом и больше не появлялся на видео. Буквально через 6 минут камера зафиксировала, как его немецкая овчарка быстро выбежала из дома через дверцу. Неизвестные парни вышли через боковую дверь, затем несколько минут носились туда-сюда из дома в гараж, перенося какие-то вещи, после чего окончательно сбежали с места преступления в 2:52. С собой они уносили что-то похожее на ящик, то ли для инструментов, то ли для патронов. Несмотря на маски, закрывавшие лица парней, полиция смогла опознать их как Джастина и Гэбриэла. Впрочем, парни и не отрицали, что в ту ночь проникли в дом жертвы. Гэбриэл рассказал отцу, что когда Дэниел зашел из гаража в дом, за ним побежал Джастин, ударил его ножом, после чего послышался выстрел. Сам Гэбриэл пошел в гараж, потому что сейф находился там. Тогда же он якобы услышал второй выстрел. Парни избавились от оружия и попытались вернуться к нормальной жизни, когда 31 августа исчез Гэбриэл. По его утверждению, его выследили байкеры и вытащили из машины, но прежде ударили головой о руль, из-за чего в машине осталась кровь. Затем байкеры посадили подростка во внедорожник и катались с ним некоторое время, избивая его, после чего отпустили. Они же зачем-то забрали его футболку и обувь, а также обыскали машину в поисках украденного из сейфа предмета, но так как он ничего не украл, они ничего не нашли. Итак, подросток решил выбрать в качестве защиты версию о том, что он тоже жертва, как и Дэниел. Однако эта версия не выстраивается в единое целое. Если байкеры действительно вынудили подростка пойти на преступление, почему он не смог быстро зайти в дом и убежать? Отец Гэбриэла заявил, что они с Джастином разработали план. Неужели он состоял не в том, чтобы провернуть все как можно скорее? В этом не было никакого смысла. Опять-таки, если план состоял в том, чтобы что-то украсть, зачем они вообще заходили в дом, зная, что сейф в гараже? Как бы то ни было, вечером 2 сентября офицеры приехали к Джастину и Гэбриэлу, чтобы обыскать их дома и арестовать парней. В машине Гэбриэла нашли черную маску, а в доме Джастина черную лыжную маску и налобный фонарь. После ареста Гэбриэл показал следователям, где он выбросил оружие. Детективы выловили из воды возле старого пивоваренного завода 2 пистолета. Оружие аналогичное тому, из которого выстрелили в жертву. А еще больше десятка ножей. Пистолеты находились в ящике для патронов, таком же, который пропал из сейфа жертвы. Истинный мотив преступления не раскрывается, но хотя Дэниел действительно имел приятелей среди байкеров, кроме его дружбы с ними, полиция не нашла никакого подтверждения того, что они хотели что-то украсть из дома мужчины или тем более убить его. Зато мотив преступления может быть скрыт в прошлом Гэбриэла. Несмотря на юный возраст, на его долю выпало немало испытаний. Когда мальчику было всего 3 года, родители развелись и устроили битву из-за опеки над детьми. Гэбриэл и его старшая сестра оказались в эпицентре этой вражды. Согласно первоначальному решению суда, принятому в 2010 году, дети проводили будние дни с матерью, а выходные с отцом. Решение не было пересмотрено, когда Аманда повторно вышла замуж, а потом рассталась с мужем, который поднимал на нее руку. Но когда в 2018 году она переехала к Дэниелу, Кеннет подал в суд, потому что у детей упала успеваемость в школе и они постоянно прогуливали занятия. Мужчина также утверждал, что Дэниел агрессивен, угрожал оружием Гэбриэлу и даже бойфренду его сестры. Когда Дэниел оказался вовлечен в борьбу за опеку, он заявил, что действительно кричал на бойфренда девушки, но не угрожал ему. Все дело в том, что парень проник в дом и украл зарядку для телефона, из-за чего и начался конфликт, но теперь Дэниел сожалеет о том, как решил вопрос. Как бы то ни было, в 2018 году судья решил отправить 12-летнего Гэбриэла и его 16-летнюю сестру жить с отцом в будни и выходные с матерью. Но это еще не конец перипетий.
В январе 2019 года с сестрой Гэбриэла поговорил школьный психолог, потому что у нее ужасно упала успеваемость. Девушка заявила психологу, что ее отец ведет себя агрессивно, особенно если выпьет. В частности, однажды он очень сильно схватил ее за запястье. Было ли это правдой или ее подговорили Аманда с Дэниелом, чтобы получить полную опеку, неизвестно, но это возымело лишь кратковременный эффект. Окончательным решением суда было отправить детей жить с отцом. Все это происходило на фоне ссор Аманды с Дэниелом. Начальник Дэниела сказал, что его преданность клубу байкеров могла стать причиной расставания с невестой. Аманду якобы не устраивало сложившееся положение вещей, и она поставила мужчине ультиматум: она или клуб. Достоверно неизвестно, что он ей ответил, но 13 августа, примерно за 2 недели до убийства, соседи видели, как она вывозила свои вещи из его дома. Как раз в это время Гэбриэл подружился с Джастином Юном, который также с раннего детства регулярно попадал в неприятности. В средних классах он угрожал однокласснику ударить его ножом, а в старших классах сделал ложное сообщение о минировании. Не успел начаться очередной школьный год, как ему пришлось сменить школу. Мальчика очень привлекало оружие, он регулярно появлялся в тире, и вместе с Гэбриэлом они стали школьными хулиганами. Возможно, убийство Дэниела стало местью за то, как закончились его отношения с Амандой. Наверняка женщина знает больше, чем говорит. В любом случае, наверное, только подросток мог придумать историю о том, как банда байкеров отправляет мальчика выполнить за них их работу. Сейчас Гэбриэла и Джастина содержат в учреждении для несовершеннолетних. Их обвиняют в убийстве первой и второй степени, незаконном проникновении в жилище и хранении огнестрельного оружия. Залог составляет $1 миллион, потому что велика вероятность их побега, учитывая, что Гэбриэл уже инсценировал исчезновение, чтобы избежать наказания за свои действия. А семья Джастина паковала вещи в машину, когда офицеры прибыли арестовать подростка, то есть они, скорее всего, планировали побег. Гэбриэла и Джастина будут судить как совершеннолетних. Однако стоит отметить, что в мае 2021 года Верховный суд в Вашингтоне постановил, что преступников младше 21 года нельзя автоматически приговорить к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. То есть даже в случае признания их виновными в убийстве первой степени они могут надеяться когда-нибудь выйти на свободу.